Всем привет! Сегодня на своем канале я хочу поделиться с вами, как проходил карнавал на Тенерифе в 2022 году. Карнавал на Канарских островах – это одно из самых ярких событий и занимает второе место в мире после бразильского карнавала. Сама история карнавала началась немало веков тому назад. Тогда еще испанские короли и их приближенные устраивали фестивали, где им нравилось наряжаться в костюмы низших слоев, и тем самым они веселились. Но начало современному карнавалу было положено в 1976 году. И уже в 1987 году карнавал на Тенерифе попадает в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда приняло участие 250 тысяч человек, которые одновременно танцевали под известных исполнителей, и из-за этого числа участников это событие попало в Книгу рекордов Гиннесса. В этом году я посетила 2 раза карнавал. Первый день, когда было торжественное открытие уличного карнавала, и второй день, когда состоялось шествие по улицам Санта-Круза. Это называется кавальгата, когда выходят на улицы города музыкальные группы, наряженные в карнавальные костюмы. Все это сопровождается музыкой и танцами, а также были представлены участницы конкурса «Королева карнавала Тенерифе». Поэтому в этом ролике я представлю первый день, а в скором времени я выпущу ролик со второго дня карнавала. Хочу передать эмоции свои, потому что на самом деле мне настолько понравилось присутствовать на карнавале в этом году. Я присутствовала и в предыдущие годы, когда карнавал проходил, но настолько это было все как-то раньше, как представление, потому что посещала больше, когда это были шествия какие-то, когда выходят на улицу музыкальные группы, но сам праздник, когда после всех этих представлений люди выходят на улицу и танцуют, наряженные сами в костюмы, и я никогда не присутствовала. В этом году мне все-таки удалось поприсутствовать, и я поняла, что на самом деле этот праздник, он настолько яркий. Вот испанцы, канарцы, они умеют отдыхать. Вот это вся эта энергетика, как они расслабляются, пляшут, танцуют, это надо видеть и присутствовать. Я всем советую, когда вы будете посещать Канарские острова в тот период, когда проходит карнавал, обязательно присоединяйтесь, потому что получить такой сток положительных эмоций, и там можно получить, не сомневайтесь. Como una imprescindible ilusión, sueña corazón, que no duele tu amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para contar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, salga noche buena, mojado en ti como un pez para morderte mañanas tu cintura, que hacen siluetas de amor bajo la luna. Oh, se abre esta locura, mojado en ti, una noche para fuimos hasta aquí. Por
Tenerife! Конечно, в этот день алкоголь льется рекой. Люди пьяные, веселятся, танцуют, и каких-либо комплексов. Некоторые упиваются до того, что даже мы помогали вызывать людям скорую. Но в этот день, конечно, больше людей адекватных, не настолько все напиваются. Вот, постоянно ходят, контролирует полиция с собаками, да, чтобы не было какой-то там вещей, даже наркотиков и все такое подобное. Но мне на самом деле очень понравилось. Я раньше присутствовала на карнавале, но больше как вот посмотреть какие-то шествия, да, там, когда выходят по улицам, проходят наряженные в карнавальные костюмы, но вот в саму атмосферу праздника, где, причем, даже если вы отдыхаете, там есть несколько зон. У молодежи, да, у них своя музыка, у них там своя сцена. Мне больше понравилось присутствовать, где звучала испанская музыка, латинская музыка, и где современная тоже музыка, но у молодежи у них своя атмосфера, то есть там было разделено, где вы можете сами выбрать, что вам больше подходит. В эти дни открыта куча лавок, где можно и покушать, и купить разные напитки, то есть все предусмотрено. Проблема только в том, что туалеты. Да, туалеты, конечно, они есть, были расставлены по всему периметру эти кабинки, но сами понимаете, какие там гигиенические условия. Ну, в общем, советую всем принимать участие в карнавале, даже если вы не хотите наряжаться в костюмы, но хотя бы посмотреть, как испанцы и канадцы умеют отдыхать. Испанские и канадские мужчины, им нравится наряжаться в женские костюмы, подчеркивать все вот эти вот силуэты, им это очень сильно нравится. Либо они могут наряжаться в каких-то там, я не знаю, петухов, у них нет комплексов. Девушки, наоборот, они любят наряжаться тоже в каких-то там киношных героев, либо там, причем на самом деле эти костюмы можно у нас купить в любом китайском магазине, но я заметила, что некоторые участники карнавала шьют костюмы сами. Me fascina. Será tu sonrisa. Píntame. Le dije yo al pintor que píntame la carita de esa niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita. Con esa carita, no, no, dímelo. Hoy me muero yo. Gracias familia, eso es. Así como quiero que todo el mundo. Seguimos adentro, mañana.
Я желаю вам приятного просмотра, пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч! A través de la ventana.
Yo siento el amor de una forma que nunca jamás se escribió. ¡El disfraz, amigo, el disfraz! Y yo quiero entre tu cuerpo y el mío. No es conocido. Y es que solo contigo. Yo siento